Я готовлю капусту по этому рецепту каждые выходные, но вы можете готовить эти капустные оладьи хоть каждый день. Очень быстрый, простой, вкусный рецепт из простых и доступных ингредиентов, друзья, которые найдутся в любом доме на каждой кухне. Мы с вами поставили разогреваться сковородку с растительным маслом и теперь тоненько нарезаем качан капусты. Качан среднего размера. Отправляем нашинкованную капусту на горячую сковородку. Вливаем совсем немного воды, буквально пару столовых ложек. Накрываем капусту крышкой и готовим на медленном огне около 15 минут. Тем временем ставим разогреваться еще одну сковородку и нарезаем одну луковицу. Друзья, этот рецепт капусты очень быстрый и очень вкусный, он понравится всей семье. Оставьте комментарии и напишите, из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада, что на моем кулинарном канале есть зрители со всего мира. Я отправляю нарезанный лук на разогретую сковородку. Немного приправляем солью, также черным молотым перцем. И готовим лук буквально пару минут, пару раз перемешаем, чтобы он не подгорел. Пока жарится лук, мы с вами нарезаем одну морковку, сначала вот такими тонкими ломтиками, кружочками. А затем нарезаем кружочки поперек, вот таким вот образом, и получается тоненькой соломкой нарезанная морковка. Очень быстро, просто, оригинально и очень вкусно. Друзья, вы знаете, что благодаря способу нарезки даже меняется вкус готового блюда. Поэтому если просто натереть морковь на терке, это тоже вполне возможно. Или нарезать ее соломкой, у оладий получится совершенно разный вкус. Обязательно попробуйте и напишите в комментариях, почувствовали ли вы разницу. Отправляем нарезанную морковь к луку и обжариваем еще пару минут. Давайте проверим, как там наша капуста. Если жидкость уже полностью испарилась из капусты, то можно снимать. Если нет, оставьте под крышкой еще минут на 10, чтобы капуста стала мягкой и нежной. Тем временем разбиваем в миску 3 куриных яичка. Так, добавляем щепотку соли, а также немного черного молотого перца. Все хорошо взбиваем, можно венчиком, можно при помощи вилочки перемешать до однородности. И добавляем к яйцам наш секретный ингредиент. У меня здесь 2 столовых ложки овсянки. Добавляем, перемешиваем и оставляем овсянку с яйцами минут на 5, чтобы овсяные хлопья немножко набухли и размягчились. Тем временем наши овощи уже полностью готовы, капуста готова. Только посмотрите, какая она мягенькая и очень нежная. Приправляем капусту по вкусу солью, пробуем на вкус. Лук с морковью уже тоже полностью готовы. Посмотрите, такие золотистые, аппетитные, очень вкусные и очень полезные. Смешиваем морковь с капустой и все хорошо перемешаем. Все готово, друзья. Снимаем с огня. Теперь добавляем капусту в миску к яйцам с овсянкой. И все хорошенько перемешиваем. Овсяные хлопья в этом рецепте помогут впитать в себя лишнюю жидкость из капусты, но мы также добавим с вами около 4 столовых ложек муки для того, чтобы получить нужную консистенцию и чтобы оладьи получились пышными и вкусными, не забитыми. Добавляем муку и еще раз хорошо перемешиваем.
Друзья, если вы любите рецепты из капусты, то на моем канале вы найдете очень много вкусных и простых рецептов, которые вы сможете приготовить каждый день из простых и доступных ингредиентов. Я разогрела сковородку, уже начинаем жарить оладьи. Набираю небольшую порцию теста и выкладываю порцию капустной смеси на разогретую с маслом сковородку. Готовим оладьи около 5 минут на среднем огне с одной стороны. И пока жарятся наши оладушки, мы с вами берем 3 столовые ложки сметаны или натурального йогурта и отправляем в миску. Приготовим очень быстрый и вкусный соус, он просто идеально подходит к этим оладьям. Также нам понадобится один небольшой огурчик. Огурчик натираем на мелкой терке. При желании вы можете срезать кожуру с огурца, тогда он получится очень-очень нежным. Также можете отжать сок огуречный, но я этого не делаю, потому что в нем очень много витаминов. Натертый огурец отправляю в миску к йогурту или сметане. 1 зубчик чеснока тоже натираю на мелкой терке или измельчаю при помощи чесноковыжималки. Чеснока можете добавить больше, если любите такой выраженный пикантный чесночный вкус. Также мне понадобится сок лимона. Половинку лимона выжимаю в соус. Сок лимона добавляйте тоже по вашему вкусу. И приправляю по вкусу также солью и черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваю, и очень быстрый, буквально минутный, идеальный соус к нашим капустным оладьям полностью готов. А мы с вами переворачиваем оладушки и обжариваем с другой стороны до золотистой корочки, буквально еще 4-5 минуток. Огонь сделайте умеренный, чтобы оладьи не подгорели и успели хорошо прожариться внутри. Румяные, аппетитные, очень вкусные оладушки получатся, друзья. Обязательно поделитесь этим рецептом с вашими друзьями и не забудьте сохранить его в закладке, чтобы не потерять, обязательно приготовить. Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать, убрать излишки масла. И жарим капустные оладьи, пока не закончится все капустное тесто. Вот такая вот вкуснятина получается. Посмотрите, какие они пышные, румяные, аппетитные и очень-очень вкусные. Посмотрите, сколько оладушек у нас получилась, целая тарелка из этой порции теста, из среднего кочана капусты. Посмотрите поближе, как они выглядят. Горяченькие, вкусные. Давайте скорее разрежем оладушку и посмотрим. Вот такие они внутри, полностью прожарились, нежные, идеальные. Если вы любите капусту, я советую готовить сразу двойную порцию, потому что разлетаются за считанные минуты, прямо со сковородки. Очень вкусная, золотистая хрустящая корочка и нежные пропеченные оладушки в середине. С таким вот йогуртовым или сметанным соусом они получаются, соус придает такую кислинку и свежесть. Очень-очень вкусно. Обязательно готовьте, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь рецептом с друзьями.